Сегодня я хочу рассказать про многолетние растения, которые не создадут никаких сложностей в уходе и будут выглядеть декоративно долгие месяцы. Они не капризны к составу почвы, предпочитают солнце или полутень. Кроме всего, они еще привлекательно цветут. А самое главное, что эти цветы вы не встретите в каждом саду, потому что о них пока еще мало кто знает. Первое растение относится к яркому семейству первоцветных и называется Виталиана примолоцветковая. На вид это очень изящный, но довольно стойкий по характеру почвопокровник с интересными желтыми цветочками и мелкой игольчатой листвой. Листики виталианы собраны в аккуратные розетки, которые со временем хорошо разрастаются, образуя сплошное плотное покрытие. Этот выносливый многолетник отлично подходит для солнечных мест, альпийских горок и каменистых садов. Способен произрастать даже на скудном и песчано-каменистом грунте, но в тяжелую землю с переизбытком влаги ее лучше не сажать. Виталиана образует объемные, низкорослые, подушковидные заросли высотой до 10-15 см. Мелкие листочки этого почвопокровника довольно жесткие, длиной не намного больше 1 см. Прикорневые розетки надолго удерживают всю необходимую для растения влагу. Поэтому виталиана способна продолжительное время обходиться без полива, даже произрастая на полном солнце. Она также не требовательна к питательному составу почвы и внесению удобрений. Ее вечнозеленые розетки выглядят привлекательно даже в холодный сезон. Виталиана достаточно холодостойкая, приживается на открытых, ветреных участках и выносит без укрытия морозы до минус 23 градусов. Но она не любит расти в переувлажненных местах и низинах, где будет постоянно скапливаться влага. Очень эффектно смотрятся посадки этого почвопокровника в мае-июне, когда практически над каждой розеткой раскрываются ярко-желтые цветы. В этот период места, где произрастает виталиана, похожи на солнечные островки. Диаметр каждого цветка всего 1,5 см, но их распускается так много, что они всегда привлекают внимание. И заметить их в саду просто невозможно. Такой пока еще редкий многолетник вполне может стать настоящей жемчужиной любой садовой коллекции альпийских растений. Виталиана любит солнечные и сухие участки с дренированным грунтом. При посадке лучше использовать обычную садовую землю с большим количеством песка и мелких камней. Ярко-желтые коврики виталианы эффектно смотрятся на склонах, подпорных стенках, в композициях с суккулентами, молодила и очитками, и даже в контейнерах, которыми можно украсить террасу или балкон. К счастью, на сегодняшний день этот неприхотливый вечно зеленый почвопокровник уже не проблема приобрести. Его продают многие интернет-магазины и питомники растений. Правильно посадив виталиану примолоцветковую на солнечном месте и в рыхлый грунт, она никаких сложностей по выращиванию вам не создаст. Зато будет красиво выглядеть в течение всего сезона. Даже зимой ее игольчатая листва, припорошенная снегом и инеем, смотрится очень эффектно, украшая сад в холодный период. Обратите внимание еще на одно неприхотливое и стойкое растение, которое декоративное долгие месяцы и очень красиво цветет. Это армерия. Она разрастается плотными, низкими куртинами из узкой сизо-зеленой листвы и эффектных шаровидных соцветий, хотя высота растений и форма цветов зависят от разновидности. Есть почвопокровная армерия под названием можжевело-листная. Ее игольчатая листва чем-то схожа с хвоей можжевельника. Высота вечно зеленой дернины не превышает 15 сантиметров. Цветет эта армерия летом, очень обильно и ярко, не менее 2 месяцев. При посадке в дренированный грунт хорошо зимует в средней полосе. Такое растение идеально подходит для каменистых садов, альпийских горок и переднего плана солнечных цветников. Но, пожалуй, самый распространенный в садоводстве вид армерии приморской. Она отрастает пышной розеткой высотой около 20 сантиметров. Растение не капризное к питательному составу почвы. Приспосабливается к скудной, каменисто-песчаной земле. Армерия терпима к жаре и засухе. На территории средней полосы зимует без укрытия, но ее нельзя высаживать в подтопляемых местах. Этот стойкий многолетник также редко одолевает вредителей и болезней. Цветение армерии приморской наступает в мае,
и длится не менее 70 дней. В этот период над ее сизыми розетками возвышаются изящные цветоносы с округлыми соцветиями лилового или розового цвета, хотя в продаже уже можно найти сорта с белыми и пурпурными цветами. Если своевременно срезать отцветшие цветочные головки, этот многолетник зацветет повторно осенью. К декоративным видам относится и армерия прекрасная, цветение которой заканчивается лишь в октябре. Цветет некрупными шариками диаметром 5 см, белой, розовой или красной окраски. Из кустика в армерии получаются красивые бордюры. Она также эффектно выглядит в совместной посадке и декорировании солнечных цветников и альпинариев. Кроме своей неприхотливости и красоты, это растение еще обладает уникальными свойствами выводить из почвы вредные вещества и тяжелые металлы. Армерия также хорошо поглощает из воздуха пыль, поэтому ее массовые посадки со временем снижают уровень загрязнения окружающей среды. К тому же справиться с выращиванием этого вечнозеленого многолетника будет под силу каждому, при условии его посадки в рыхлую почву без застоя влаги и на солнечном месте. Еще одно интересное и полезное растение, которое в народе прозвали каменной розой, это ладанник. Его научное название цистус. Многие, наверное, слышали о нем как о лекарственном растении и часто используемом в парфюмерии. Ладаник – это вечно зеленый, низкорослый кустарник с сильно ветвистыми побегами. В зависимости от разновидности и сорта его цветы могут быть разной окраски и достигать диаметра 8 см. Уже в мае начинают раскрываться его многочисленные бутоны. Цветение цистуса очень обильное и длится не менее месяца, но есть виды и высокодекоративные гибриды, которые отличаются своими сроками и длительностью цветения. К примеру, ладаник крымский зацветает в конце мая и не перестает радовать своим видом до сентября. Ладаник предпочитает открытые солнечные участки. В тени его нельзя сажать. А вот к качеству грунта этот кустарник неприхотливый. Но на что стоит обратить внимание, это на состояние влажности. Заболоченные и сырые участки этому растению не подходят. Зато ладаник прекрасно приживается даже на песчаной, бедной, известковой и каменистой земле. Кстати, в дикой природе он часто встречается в Крыму и Средиземноморье. Этот многолетник не требует постоянного полива и внесения удобрений. Он способен довольствоваться осадками, за исключением затяжной летней засухи. В посадочные лунги для отвода лишней воды лучше внести дренаж. В садах с мягким климатом каменную розу высевают семенами весной сразу в открытый грунт. Садоводам средней полосы будет проще вырастить ладаник рассадным методом. Посев проводят в конце февраля в марте. Кроме этого способа, цистус хорошо размножается черенками. Если ваш сад расположен в более южном регионе, с выращиванием ладаника у вас не возникнет никаких проблем. Многие его сорта выносят морозы до минус 15-18 градусов, но на хорошо дренированной почве и без застоя воды. Садоводам северных регионов каменную розу проще сразу высадить в контейнер, а на зиму его заносить в прохладное светлое помещение. Кстати, ладаник многие выращивают именно как комнатное растение, но в летний сезон его все-таки лучше выносить в сад, на открытое солнце и воздух. Большинство видов ладаника цветет обильно в течение всего лета. Цистус отлично переносит жару и приживается на легком каменисто-песчаном грунте, но, к сожалению, в садах с морозными зимами не зимует. А для территорий с мягким климатом, где зимой не опускается ниже минус 18 градусов, каменную розу можно с успехом выращивать, подобрав для нее самый солнечный и безветренный участок. Я также буду всем благодарна, кто поделится своим мнением об этих неприхотливых многолетниках. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. С нами вы узнаете не только о самых красивых и малоуходных, но и редких растениях, и о том, как их выращивать. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.